та регланная линия, как заканчивается регланная линия, будем вязать самостоятельно. Я потом покажу, как подрез я делаю обычно. Кто-то подрез делает, набирает петли, потом шьет. Это я так не делаю. Я так сразу набираю оттуда. И у меня вообще дырочки не получается. Я шить не буду. Теперь будем вязать самостоятельно до подреза. Потом встретимся. Вот, девочки мои дорогие, мы уже вязали до проймы. Регланная линия все закончила. Вот как я делаю, показываю, чтобы вопросов не было. Одеваю вот другого цвета нитки. Вот эта пряжа, когда будете одевать, я не люблю разные лески туда-сюда, потому что потом ерзается. Зачем надо? Пряжа это очень хорошее решение. Это я все для начинающих. В моем канале есть начинающие девочки. Я с удовольствием рассказываю. Кому-то может элементарно. Извините тогда. Будете посмотреть просто как я делаю. Смотрите, вот эту пряжу тоже. Если вы вяжете вот на такую тоненькую нитку, вы можете взять тоже тоненькую нитку, чтобы здесь не одевали толстую нитку, чтобы не расширялась, потом у вас полосочка будет более-менее тоненькую. Тоньше всегда можно, а толще не можно. Вот, это какой-то совет маленький. Вот, теперь так вяжем, вяжем, вяжем. Как делаю я подрезы? Наверное, все так делают, не знаю, я всегда так делаю и все хорошо. У меня здесь что-то не туда зашел. Сейчас. В мастер-классе я тоже как новенькая, как с вами вяжу, ничего нет. Смотрите, уже дошли, здесь вы уже заранее делали на нитке этот. Я, смотрите, почти всегда в регланную линию одну даю рукава, у меня почти всегда 2 штуки я беру, а другое даю на тело. Ну, как вы хотите, еще и зависит от того, что у вас как получилось, где можно больше, где меньше делать. Посмотрите, ну, пополам это все хорошо. Смотрите, я здесь уже делала. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Я считала, что 8 петель мне здесь хватает. И на тело, и на рукава, как раз эта ширина мне хватает. Вот это подрез тоже, понимаете, зависит от человека фигуры, от желания. Как вы хотите, сколько широких хотите, сколько узких хотите. Я всегда делаю немного подрезы, почти всегда, потому что на нашу фигуру это хватает. Здесь решила делать 8. Мне нормально. Я мерила и тело, и рукава мне устраивает. Как я делаю, это все элементарно. Просто набираю 8 петель. Раз. Как раз здесь узелок мне тут попало, это хорошо. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И продолжаем вязать сюда, смотрите. Внимательно, все, я надеюсь, все понятно, я объясняю. И все так делают, ничего нового не открою. Ну, в моем канале надо, чтобы вы видели, как я делаю. Вот, и дальше по узору будем вязать, ничего такого. Вот. Этот мастер-класс я давно обещала эту водолазку показать, потому что мне просили. На эту основу можете водолазки вязать, вы можете вязать узорами какие-то свитер на зиму. На эту основу много чего можно и придумать и вязать, и женский, и мужской, и для детей. Ну, поэтому
вот этот мастер-класс имеет место быть, я так понимаю. Вот обычно будем вязать по кругу. Я сейчас до этого подреза вяжу и буду включаться показать. Сегодня хороший день, надеюсь, на черную пряжу тоже видно. Вот дошли. Теперь вот эти петельки, которые подреза, перекрестим и вяжем тоже по узору. В моем случае просто лицевой, в вашем я не знаю, как будет. Если что-то будет узор, можете начинать узор, но обязательно вот эти петельки перекрестить, чтобы разные дырочки здесь не было. Нам дырочки не надо, потому что я подрезы никогда не сшиваю. У меня в итоге получается все без дырки, и я даже не помню, когда-то... Нет, даже не помню, что шила. Я даже хлопковые нитки не шью. Вот, уже подрез готов. Смотрите, все аккуратно, все хорошо. Теперь будем встретиться, будем вязать. Каждый свою длину будет вязать, каждый будет решать, сколько резинок хотите, будете делать, сколько сантиметров. Потом будем встретиться тогда, когда я вот этот рукава буду поднимать, этот подрез, буду это тоже показать. Видите, легко и просто. И начинающие могут вязать, если внимательно смотреть. Я посмотрю, черная нитка, ну, очень хорошо видно сегодня, слава богу. Вот, встретимся тогда, когда будем уже вязать рукава. Я всегда, может, я видела, девочки есть, что рукава вяжут, потом тело. Я не знаю, в моем привычке всегда я тело вязала, все закончила и начинаю рукава вязать. Поэтому будем вязать до конца тела. Вот, девочки мои дорогие, дошли уже до рукава. Я вот одну вязала, чтобы визуально видно было. Смотрите, сегодня очень хорошая погода, поэтому жалобы не принимаю. Я надеюсь, все будет видно черного цвета. Ну, смотрите, я одну уже вязала. Здесь побольше резинку делала. Не знаю, водолазка мне всегда напоминает, что резинка побольше надо. Вот, смотрите. То, что я набирала вот эти петельки на нитку, теперь переносила на чулочные спицы. Кто-то Magic Loop делает, кто-то что-то такое делает. Ну, мне, честно говоря, как говорилось раньше, честно, пионерский, мне очень нервирует это. Лучше я... на чулочные раз-два и за пару часов эту рукав вязали и все. А вы решайте сами, как хотите. Вот это не обращайте внимания, просто у меня здесь резинка, как вы помните. Это может у вас не быть и не думайте об этом вообще. Смотрите, здесь как делаем. Найдем более-менее серединку. Вообще-то, по идее... Если правильно, наверное, надо нечетный подрез набирать на подрез этот. Ну, я по-разному набираю, ничего страшного здесь не будет. Вот у меня серединка тут. Если вы здесь ми добавили, я не помню, может, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, может, 8 здесь добавили, не помню. Сколько вы на подрез не набирали вот петельки, это не имеет значения, что вы это сейчас набирали и все, дело закончилось. Нет, вот кроме этих есть вот эти местами. Хорошо, будем набирать. Вы поняли? Все видно, я надеюсь очень. Вот, все видно, смотрите. Вот эти места будем хорошо набирать. Это не имеет значения, что мы раз 8 петель подреза делали, значит 8 петель и до свидания. Нет. Здесь на помощь может крючок вам. Я спицами, но здесь на видео, что еще быстро было и не сильно туда-сюда. Вот так набираем. Вот эти петельки я набираю, смотрите. Вот эти лицевые петельки, что есть, так и набираю. Это очень легко и просто, чтобы потом у меня продолжалось как бы. Я на той буду показать.
расслоилась нитка вообще. Вот. Набираем так. Смотрите. Давайте все-таки крючком. Нет, тут такая конструкция, что не видно руки. Вот, мы уже те лицевые петельки, мы все набирали. Теперь здесь посмотрим более-менее красивую петельку. Не обязательно на эту. Вот если мы отсюда набираем, вот вы видите, да, какая тырыша получается. Так не надо делать. Надо здесь найти более-менее хорошую петельку. Вот я предпочитаю это. Вообще шерстяные ниточки, вообще ничего не этот, как бы, ими уже будем вязать по рисунку. Все, до последнего спицы, и там будем набирать еще. Вообще шерстяные, полушерстяные нитки, вообще нету проблем насчет этого подреза, что дырочки получаются. А полухлопок тоже я постараюсь найти хорошие петельки и вязать. Мне шить не приходится, но если вдруг, не дай бог, у вас какая-то дырка получается, там можно здесь вот сначала чуть-чуть побольше пряжу это оставить, потом подшить. Со мной такое не бывало, но ничего страшного, если так, если вы начинающий. Сколько бы я ни объяснила, девочки мои дорогие, что я знаю, я говорю, что я пропустила, я отвечаю на ваши вопросы. Все равно вы должны вязать, перевязать и на свою, на свой опыт, на свои ручки, на свою фигуру, все равно это вам по времени, по опыту вы будете научить, все будет хорошо. Я не то, что прямо какое-то заведение закончила. Ну, вяжу, ну, нормально, мне нравится. Я вижу, вам тоже нравится. Может, какие-то вязальщицы есть вообще, я не знаю, прямо по книжкам вяжут. Ну, мне как научили, я каждый раз на свой опыт я улучшаю свое мастерство, как говорится. И вы так делаете, советую. И всегда старайтесь вязать красиво, чтобы люди даже не поверили, что это магазин или ваше. Почему бы нет? Чего мы будем назад идти? Мы все вперед и вперед. Правильно? Всегда. Чуть-чуть стараться, чуть-чуть. Следующий, первый, ну, один раз делаешь так, ошибку увидишь свою и сразу думаешь, о, в следующий раз такое не буду делать. Я до сих пор так и делаю, у всех так. Смотрите, теперь дошли. Здесь более-менее найдем вот такую. Вот. Еще. Теперь уже эти лицевые будем. Как вам? Видно, не видно? Наверное, видно. Давайте крючком. Черный цвет мне тоже очень трудно и плохо дает. И сразу сюда бросаем. Вот. Надеюсь, все видно. Вот. Еще одну. И все. Мы все это делали, набирали и будем по рисунку. А убавки делать уже здесь очень хорошие возможности. Есть реглан сверху. Сейчас вы одевайте на себя. Вот эти 4 спицы тоже позволяют очень легко одевать. Одевайте на себя, посмотрите, вам сколько надо. Широкая рука получилась, узкая получилась. У меня, в моем случае, я здесь убавки делала сначала 10 рядов, по-моему. Не, каждый 5-й ряд я вот.
Вот каждый пятый ряд делала, а потом уже здесь не делала. Вот столько не делала и сразу резинку. И хочу готовый подрез вот вам показать. Смотрите, здесь никакие дырки нету. Вот более-менее они эти лицевые совпадают. Есть девочки, что набирают в воздухе эти петельки, а потом это шьют. Ну, я считаю, зачем? Почему это надо? Вот, смотрите, еще хотела я внутрь показать, что получается после того, что мы набирали. Здесь очень плоско, очень аккуратно. Пару раз стирайте, одевайте, даже этот шов ничего не видно будет. Это у меня соединение пряжи, когда как раз закончилось. Вот это тот хвостик. Если вдруг, у меня, смотрите, никакие дырочки нету. Если у вас вдруг дырочка получилась, ничего страшного. Вот это одевайте на иголку и эти дырочки убирайте. Ну, можно стараться без дырочек. Вот эти я буду прятать иголкой, и все хорошо. Вот. Еще что хотела сказать. Вот это уже мы почти довязали, чтобы много, чтобы большое видео не получилось. Давайте договоримся так. Я это видео, уже этот ролик буду вам показать. Вы будете, если что, кто просил, будете вязать. Потому что здесь уже ничего не осталось. Чего будем задержку делать? А потом уже как буду стирать, я описание тоже сейчас могу уже могу сейчас на этот мастер-класс бросать. А потом, как буду стирать, будем у моей дочки токсикоз, как она говорит, она неважно выглядит. Может не согласиться фоткаться, посмотрим. Надеюсь, будет это. На меня оно, наверное, маловато. Если что, на себя фоткаю, чтобы вы хоть как-то увидели. Смотрите, у меня уже вот одна рукава есть. Это здесь фальзит, потому что у меня резинка, на нее будет все хорошо. Вот. Вот это все есть. Внизу закрывала иголкой. У меня на канале есть, как я закрываю. Рукава закрывала иголкой. Здесь резинка побольше делала. Ну, как водолазка. Я такая еще больше делать, завернуть. Но здесь толсто получилось. Она не хотела. Наш вот лампас тоже мечтать не вредно. Она, конечно, не хотела. Поэтому будет просто классическая водолазка. Вот, мои дорогие, вот если все равно, вроде бы я все рассказала, если все равно что-то пропустила или для вас это недостаточно, всегда пишите, будем разбираться вместе. Вот такая этот раз идея, это уже не идея, а как мастер-класс, потому что мне просили, а совет у меня, не идея, а совет. Вот такие водолазки можете вязать разные цвета и разные цвета и разные пряжи всегда актуально и зимой, и осенью, и весной, и всегда. Это классика, чтобы не было. И заметьте, в магазинах везде разные водолазки продают. И я советую вам вязать, если что. Вот. Всем пока, до новых встреч!